Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Тортомания. Сегодня я буду отвечать на часто задаваемые вопросы. Можно ли окрашивать белый ганаш водорастворимыми красителями? Или, к примеру, как убрать желтизну из белого ганаша и окрасить его в белый цвет диоксидом? Большинство уже знает, что ганаш или шоколад или шоколадную глазурь нужно красить жирорастворимыми красителями. И это правильно, потому что они для этого предназначены. Но, как говорится, всякое бывает. В этом видео я попытаюсь максимально показать, как водорастворимые красители работают с шоколадом или шоколадной глазурью. Для начала я покажу рецепт именно вот этого ганаша, который я и окрашивала водорастворимыми красителями. Для ганаша я использовала шоколадную глазурь, обычный магазинный пористый белый шоколад и масло. Масло брала 72% жирности. Соединяем в миске шоколадную глазурь и шоколад. Теперь это отправляем все на паровую баню. Можно топить в микроволновке также короткими импульсами, после каждого раза перемешивая и подогревая снова. Но я топлю на паровой бане. Ставлю миску на высокий сотейник. И у меня горит умеренный огонь. Посуда не нагревается слишком сильно. Тогда белый шоколад и шоколадная глазурь у нас не перегреются. Все растопится, как должно быть. Желательно никуда не уходить. Чтобы шоколад быстрее растопился, его желательно помешивать лопаткой. От таких движений шоколад быстрее топится, и наш процесс пойдет также быстрее. Еще один момент, чтобы шоколад не перегрелся. Я топлю шоколад и шоколадную глазурь вот до такого состояния. Еще мелкие кусочки там остаются, и я его убираю с огня. Не дотапливаю до конца, чтобы не перегреть. Ставлю на стол. На протяжении минутки вот так еще смешиваем, растапливаем остатки кусочков, чтобы у нас получилась полностью гладкая масса. И для перестраховки можете вот в таком еще состоянии оставить на минутку. После этого берем обычное масло, оно должно быть комнатной температуры, и добавляем его сюда. Теперь нам нужно масло ввести в шоколадную массу. Лопаткой нам не удастся полностью его соединить, поэтому я беру миксером на слабых оборотах и просто смешиваю. Смешиваю также на протяжении нескольких минут. Проверяем лопаткой, все ли у нас в порядке. Как видите, масса гладкая, ганаш гладкий, все хорошо. Теперь его нужно обязательно оставить на стабилизацию. Я оставляю в помещении, вот можно накрыть пленкой, а можно просто так, минимум на 1 час. Через час, посмотрите, у ганаша поменялась структура, он стал более плотный. Теперь после этого нужно взбить еще раз, для того, чтобы его немного высветлить. Чтобы вам было понятно, какая будет разница, вот я немножко отложу невзбитого ганаша, и сейчас мы сравним, что будет после второго взбивания. Взбиваем ганаш второй раз, и также где-то несколько минут. Посмотрите, разница в принципе очевидная. Тот, который мы взбивали второй раз, немного светлее. На данном этапе этот ганаш полностью готов к работе. Мы теперь можем окрасить наш ганаш. Лучше всего, конечно, брать жирорастворимые красители. Но если у вас нет, можно пользоваться также водорастворимыми. Для этого нам нужно ввести в ганаш немного влаги. На такую порцию, как у меня, 1 столовую ложку. Либо сливки, либо сметану. Я вообще взяла молоко. Жидкость, которую мы возьмем, обязательно должна быть еле теплой. Можно потихонечку сразу вылить чистым и смешать в ганаше, и потом добавлять красители. А можно сделать немного по-другому. Я к молоку добавлю немного красителей. Теперь нужно хорошенько перемешать, чтобы красители разошлись в молоке. Теперь мы это крашеное молоко немножко добавим к ганашу и смешиваем. То есть мы вводим влагу в ганаш. Тем самым у нас будет возможность окрасить ганаш в какой-нибудь цвет. Смотрите, ничего не расслаивается, все прекрасно соединяется, только не нужно выливать все сразу, постепенно вводите. То ли сливки будут у вас, то ли сметана. Постепенно лучше вводить, чтобы ничего не случилось. Смешиваем, смешиваем, и ганаш постепенно у нас окрашивается. Теперь у нас ганаш имеет в себе небольшое количество влаги.
И это уже большой плюс. Если нам нужен более яркий цвет, можно теперь прямо сюда, после того, как мы ввели влагу в ганаш, еще немного красителя до нужного цвета. И вот у меня получился такой нежный сиреневый цвет. Все однородное, крапин нету, все хорошо как бы соединилось. Если нужен более яркий цвет, то, соответственно, добавляем еще больше красителя. Можно добиться более ярких тонов в зависимости от того, сколько мы дадим красителя. Вот это ярко-сиреневый, это светло-сиреневый. Вот так светло-сиреневый выглядит уже на торте, как покрытие. В принципе, тон достаточно хороший. С цветным окрашиванием мы как бы разобрались. Теперь переходим, как сделать белый ганаш белым, то есть убрать желтизну. Для этого варианта нужно использовать белый краситель. Это сухой порошок, диоксид титана. Но диоксидом уже нужно окрашивать немножко по-другому. Берем приготовленный ганаш еще до стабилизации. Он, по идее, должен быть еще даже теплым. Если мы бросим сюда диоксид титана, он будет растворяться и так дальше, но в таком сухом виде диоксид как бы не очень хорошо растворяется, и потом там могут быть проблемы. Поэтому делаем то же самое. Берем диоксид и разводим его. В данном случае я взяла теплую сметану. Высыпаем сюда диоксид и так хорошенько смешиваем, чтобы он максимально растворился в этой сметане. У нас получается вот такая как бы даже краска. Добавляем буквально чуточку к этой маленькой порции и смешиваем. Вот уже видно, что диоксид начинает работать, он начинает высветливать ганаш. Но это еще далеко не окончательная стадия. Для того, чтобы диоксид окрасил ганаш, для этого тоже нужно время, и мы будем его ставить на стабилизацию. На эту порцию, которая у меня, нужно где-то 2 чайные ложки диоксида. Добавим весь диоксид. Смешаем хорошенько. Так, диоксид титана мы ввели. Теперь после этого оставляем ганаш с диоксидом на стабилизацию на часик. Можем поставить в холодильник, можем оставить в помещении. Желательно накрыть пленкой. После стабилизации ганаш у нас уже практически белый. Но структура у него не важная, такая пористая, такая реакция ганаша на диоксид. Что нам теперь нужно сделать? Нужно просто смешать миксером. Берем миксер и на средних оборотах смешиваем. После смешивания миксером ганаш становится более гладкий, но чтобы выбелить его окончательно, нужно оставить еще на час стабилизироваться. Поэтому обратно накрываю пленкой и уже оставляю в помещении. После второй стабилизации ганаш будет совершенно другим. Перед началом работы его нужно опять смешать до гладкого состояния. В принципе, считается, что диоксид не очень полезный краситель, поэтому это на усмотрение каждого. Ну что ж, надеюсь, что я более-менее доступно объяснила. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Не забывайте, конечно, писать в комментариях свое мнение, а также пишите о своем личном опыте окрашивания. Ну, а я на этом прощаюсь, говорю всем пока, до следующего выпуска.